корейский сладкий рис с грецким орехом. В Корее этот рис называют лечебным медицинским рисом из-за большого количества полезных там орехов и других ингредиентов. В первую очередь мы с вами 4 кружки риса, чайные кружки или пластиковых стандартных маленьких стакана должны будем замочить в воде, для того, чтобы этот рис затем пропаривать. А за это время мы приготовим остальные ингредиенты. Также в этот рис добавляют и сахар, поэтому этот рис называют сладким. Итак, хорошо промойте рис в холодной воде несколько раз. Затем мы замачиваем рис в холодной воде на 1-2 часа, чтобы его было легче пропаривать. За это время, пока рис замачивается, 2 кружки грецких орехов мы с вами будем засахаривать. Для этого сначала орехи нужно промыть. Орехи мы выбираем большие и хорошей формы, не поломанные. Промываем их хорошо в холодной воде. Затем должны вскипятить немного воды. И когда вода закипит, закладываем орехи и варим их в течение 5 минут. Затем по истечении 5 минут мы воду сливаем и кладем орехи на дуршлаг, чтобы лишняя вода немного отекла. Затем мы должны будем приготовить сироп. 1 кружку воды и 7 столовых ложек сахара мы должны с вами будем кипятить до тех пор, пока вода не станет на уровень количества орехов. Тогда закладываем орехи и на среднем огне доводим их до карамелизации, иногда помешивая. Вот вы видите, вода постепенно будет уходить, и затем вода должна стать почти как карамель, а орехи покрыться глазурью. Тогда мы выкладываем орехи на дуршлаг, чтобы лишняя часть сиропа, оставшаяся жидкая часть, стекла с орехов. Теперь, далее есть 2 варианта. Либо мы просто добавляем 1 столовую ложку меда в орехи и перемешиваем их. Это тот вариант, который я люблю и использую. Либо есть еще 2 вариант. Тогда нам нужно будет орехи обжарить в кипящем масле до золотисто-коричневого цвета. Но поскольку я не очень люблю пищу, приготовленную в масле, ем ее редко, этот вариант я сегодня не делаю. Но он тоже существует. Вот посмотрите, какие у нас получились орехи. Они покрылись сахарной глазурью. Часть орехов мы откладываем, чтобы их попробовать, а остальные орехи мы можем хранить в банке как джем или варенье и подавать к столу, к чаю, как самостоятельный десерт. Не могла не снять вот такое видео, чтобы показать в полной красоте, как выглядит десерт. В Корее важно и во всех азиатских странах не только вкус, но и эстетика, как, собственно говоря, блюдо выглядит. Итак, давайте-ка попробуем. Выглядит очень аппетитно, я немного сладкоежка, но это полезная сладость. Орешки мягкие из-за того, что были проваренные, и очень-очень сладкие. И эти орешки мы оставим, чтобы хранить и подавать на десерт, и часть из них используем для декорации сладкого риса, к приготовлению которого мы сейчас приступим, заготовив остальные ингредиенты. Нам потребуется 10 штук сушеного китайского финика джуджуби. Мы должны будем удалить косточку, но не повреждая внешнюю часть, а как бы проходя ножом вдоль самого фрукта и таким образом извлекая из него косточку. Мои подсушенные китайские финики были немного суховаты, я их вымочила немного в воде. Вы можете поступить точно так же, если встретитесь с такой проблемой. Теперь 2 варианта мы должны подготовить. Сначала мы скручиваем оставшуюся часть финика за извлечением косточки в такой вот ролл и нарезаем его как обычные роллы и получаем очень красивые элементы декорации.
которые будем использовать, когда приготовим сладкий рис. Вот, посмотрите вблизи, что мы с вами получаем. Вот такая вот красивая закрученная спиралька, в прямом смысле слова, ролл из финика. Кстати, такую декорацию в Корее используют очень часто. И второе, что мы с вами делаем, второй вариант, это нарезаем китайский финик длинными тонкими полосками. Остальные ингредиенты — это 2 горсти изюма, 2 горсти измельченного грецкого ореха и вот то, что мы с вами подготовили. А вообще можно использовать много разных семечек и орехов для наполнения этого риса. Через 2 часа мы сливаем воду замоченного риса и даем ему немного отечь. Далее нагреваем воду для пропаривания и подготавливаем тот стимер, какой у нас есть. В данном случае у меня такой: кастрюля и железная установка. Далее кладем кусок влажной материи на стимер и закладываем на материю рис, равномерно его распределяя по всей поверхности. Пропариваем рис в течение 20-30 минут. Куски ткани, если у вас есть ткань, мы собираем наверх. Далее рисовую заправку мы должны с вами подготовить, пока рис пропаривается. Для этого мы вскипятим воду, заложим немного нарезанного полосками китайского финика и добавляем сахар 2 столовые ложки или более, если вы любите сильно сладкое и хотите, чтобы рис был сильно сладкий. Далее добавляем соевый соус 4 столовые ложки или более, если вы клали более сахара. Соотношение сахара к соевому соусу: на 2 столовые ложки соевого соуса кладете 1 столовую ложку сахара и варите так, чтобы вода ушла наполовину. Через 20-30 минут мы должны будем с вами извлечь рис из стимера. Будьте аккуратны, потому что будет горячий воздух, и ткань сама тоже будет достаточно горячей. Не обожгите руки и пальцы. Затем в немного подостывший рис мы добавляем уже подготовленную заправку и другие ингредиенты. Заправку можно добавлять порционно, так, чтобы контролировать вкус и цвет, который вы хотите получить. То есть периодически вы можете перемешивать, останавливаться, попробовать рис и далее добавлять заправку. И добавляем остальные прежде заготовленные ингредиенты. В Корее любят, чтобы этот рис был достаточно темного оттенка, коричневого, но я решила сделать его немного посветлее. То есть контролируем, добавляем ему заправку и так регулируем цвет и вкус. Все хорошо перемешиваем. То есть до самого последнего момента вы можете добавлять больше цвета и вкуса. Все хорошо перемешиваем и опять подготавливаем стимер по тому же самому способу, как мы делали это прежде, чтобы снова пропарить рис. Закладываем уже заправленный рис в стимер и равномерно распределяем по поверхности влажной ткани. Пропариваем опять в течение 20-30 минут. Через 20-30 минут мы извлекаем рис из стимера, даем ему немного остыть и затем закладываем в плоскую, квадратную или прямоугольную форму. Такая форма нужна, чтобы было удобно нарезать затем рис. Разравниваем поверхность, прессуя рис к дну. Он должен слипнуться, и мы должны дать ему на это время. Вообще корейцы любят этот рис есть теплым. Тогда подложите, прежде чем класть рис в форму пленку и накройте рис тоже пленкой. Если же вы хотите есть его холодным, потому что так тоже можно его есть, тогда просто не накрывайте и подержите подольше, пока он абсолютно не остынет. И затем извлекаем рис из формы. Иногда, может быть, немного придется подвигать его края, но не повреждая всю общую форму. Вообще он достаточно легко вываливается, выходит из формы, если она стеклянная. И приступаем к нарезке. Выглядит как торт или пирог, но в принципе ощущения будут такие, когда будете его есть. Лучше всего смазать нож кунжутным маслом. Тогда рис не будет прилипать к ножу, но тем не менее перед каждым новым надрезом лучше нож протирать салфеткой и смазывать заново. И мы перекладываем часть уже нарезанных
кусочков риса для того, чтобы его декорировать. Вот для чего мы, собственно говоря, и нарезали наши китайские финики. Теперь мы можем сделать любую декорацию, какая нам нравится, украсить любыми орешками, какие нам нравятся. Но мы с вами приготовили грецкие сладкие орехи, и сейчас мы тоже точно так же выкладываем их как топпинг. И получаются вот такие красивые, как бы рисовые пироженки, если можно так выразиться, хотя очень непривычно, но, собственно говоря, так оно и есть. Время пришло попробовать, что получилось. Рис этот получается сладкий, в зависимости от того количества заправки, которую добавляете, и цвет, соответственно, тоже зависит от заправки. Достаточно сытно и необычно, и, если честно, правда напоминает, как будто вы едите торт, пирог или пирожное. Так что сами приготовьте, попробуйте, и приятного вам аппетита!